Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем с вами моделировать, а потом впоследствии шить блузку с рукавом реглан, с воротником на стойке, с суппатной застежкой. По бокам разрезики. Эта блузка будет вдеваться в юбку. То есть эта блузка не на выпуск, но так захотела хозяйка. Значит, наши объемы: обхват груди 108, обхват бедер 120, длина изделия 60 сантиметров. Если замерить от плечевой точки до конца рукава, то 74 длина рукава и 60 сантиметров сама блузка. Шить будем из индийского шелка. Вот такой интересный принт травяной, нежный. И, как всегда, построение будем делать на основе базовой основы. Она перед вами. Базовую основу, как строить, вы всегда посмотрите у меня на канале. Все ссылки под видео находятся. И я даже отшивала макет, чтобы показать вам, как сидит построенная мной базовая конструкция. Называю я БК. Отвечаю на вопросы, которые ко мне сразу поступают. Начинаем переснимать базовую конструкцию. Итак, поговорим о прибавках. Базовая основа построена с прибавкой 6 сантиметров обхвату груди. Вот. И для того, чтобы, это полуприлегающий силуэт, для того, чтобы он был еще попросторнее, и это была именно блузка, которая заправляется в юбочку и создает небольшой наплыв, прибавку нужно сделать где-то 10-12 сантиметров. То есть обхвату 108 мы прибавляем прибавку, например, 10 сантиметров, получается 118. Это значение делим пополам. Получается 59, и ширина сетки должно быть 59. Для этого достаточно, когда переснимаем с базовой основы на кальку, укладываем, достаточно будет добавить с одной и с другой стороны по 1-1,5 сантиметра и выкраивать чуть шире. То есть я беру вот базовую основу спинки, так она выглядит, укладываю кальку. И вот эти 4 сантиметра, сантиметр добавляю сюда и сюда. Значит, такого прилегания делать не нужно. Везде делаем на сантиметр шире. Очень удобно делать над базовой основы, потому что вы точно знаете, что она вам подойдет. Обязательно линию талии, обязательно линию груди отмечаем. Можно сделать чуть шире и потом убрать, чем не хватит, потому что это где-то на платье полуприлегающего силуэта. Сразу углубляю пройму на 1 сантиметр. Выточки не будет. Поэтому плечо слегка приподнимаем и уменьшаем плечо до 12 сантиметров. И плавной линией вот так соединяем сразу. Я сразу моделирую на кальку, чтобы несколько раз это не делать. А все остальное пока переснимаем как есть. Выточек не будет, средней выточки тоже не будет, это будет просто ровная линия. И рисуем линию ростка. Пока все. Приступаем к полочке. Теперь переснимаем переднюю половинку, и я сразу буду переводить выточку в бок. Как это сделать? Сразу на кальке. Что мы делаем? Опускаемся вниз на 6 сантиметров и от центра груди проводим линию.
Выточку левую сторону пересняли, пересняли среднюю линию, талию, грудь, все мы это пересняли. И теперь начинаем вращать. Нам нужно эту сторону выточки совместить с этой стороной выточки. Открепляем иголку. И вот таким образом разворачиваем и совмещаем все точки. Закрепляем. И выточка открывается в бок. Перерисовываем эту сторону. А после этого расширим на сантиметр и заузим. Точно так же, как на спинке. И рисуем пройму. Это плечо. Теперь возвращаем все назад. Совмещаем все линии намеченные. И теперь мы можем дорисовать нижнюю часть бока. Сначала я рисую, а потом расширю, как я уже и сказала. Вот. Теперь опускаемся на сантиметр, убираем. Здесь сантиметр. И расширяем на сантиметр-полтора от той свободы, которую вы хотите. Я рекомендую все-таки 1,5. Блузка должна быть свободная. Вот таким образом. И теперь вырезаю эту деталь за исключением средней линии. Не забываем, как я уже говорила, что длина блузки 60 сантиметров. Я ее уже отметила внизу 60 сантиметров от плечевой точки. И вырезаю, оставляя со стороны средней линии. Вот здесь будет суппатная застежка. Моделируем суппатную застежку. Я оставила бумагу. Отступаем 1,5 сантиметра. Это будет линия полузаноса. Я провожу линию. У меня внизу коврик, поэтому мне видно. Можно не отмечать. Отметили. Вот. Теперь это линия полузаноса. Теперь отступаем 3 сантиметра и проводим линию еще одну. Значит, здесь у нас 1,5, затем 3 и затем 2 раза по 2,5. Пока повторяйте, а потом я вам отрежу, все покажу. И потом еще сантиметр. И в итоге у нас получается 10,5 сантиметров от середины. Соединяю все эти линии и отрезаю по ним. Верх пока не трогаем, пусть он будет длинненьким. И провожу все параллельные линии. Вырезаем. Значит, здесь 3, здесь 2,5, 2,5 и сантиметр. Вырезаем. Сложила суппатную застежку. Вот здесь обрезала. Уже в сложенном состоянии. Теперь я вам показываю. Смотрите. Мы складываем туда одну вовнутрь. И вот тот сантиметр, который нарисовали. Еще раз. Так выглядит суппатная застежка с изнанки. 5 миллиметров, чтобы не было ее видно. А так с лица. Эта половинка, я вам показала, она будет с другой стороны, аналогично.
То есть, если я заверну в другую сторону, это будет в другую сторону. Справа налево, но смысл тот же самый. Смотрите, 1,5 сначала, потом 3, 2,5 и вот это сантиметр на подгибку. Как ее непосредственно уже обработать, я вам покажу. Не так сложно. Для того, чтобы все-таки было понятнее, я перераспределила. И вот что получается. Это изнаночная сторона, это левая сторона, которая заходит на женскую сторону. Вот так будет выглядеть застежка. А на левой стороне от средней линии делаем 3 сантиметра и 3 сантиметра на двойной заворот. И все. И подворачиваем. Больше ничего, как обычная планка. Надеюсь, вам понятно. Хочу уточнить еще такой момент. Вот эта выточка, которая доходит до центра груди, никогда не делайте ее до центра груди. Отступите сантиметра 3-4 и вот теперь только ее оформите. Потому что это некрасиво, когда выточка доходит до центра груди. Это такой момент. Теперь расширяем горловинку на 5 миллиметров со стороны переда. И то же самое делаем со стороны спинки. 5 миллиметров будет достаточно. Укладываем друг напротив друга и плавненько вырезаем. Во-первых, уточняем все и плавно вырезаем, чтобы здесь все красиво сошлось. Вот этот участок я обрежу. И теперь рисуем, как мы хотим, чтобы был реглан. В моем случае реглан будет от этой точки, вот от этой точки. Я просто вот так свожу все на нет. И здесь тоже все очень приблизительно, чтобы была красивая линия. И все. Теперь достаем базовую конструкцию рукава и моделируем рукав-реглан. Как я уже сказала, для построения рукава-реглан нужна базовая основа одношовного рукава. У меня на канале есть много построений, 3, по-моему, или 4 разными способами. Вы можете ими воспользоваться. Для вас я схематично только расскажу, как строился вот рукав буквально минуту назад. Для этого измеряем длину проймы по переду и длину проймы по спинке. Ну вот, например, в моем случае здесь получилось 25, а в этом случае получилось 30. Это сутулая фигура, не обращайте внимания, что такая большая разница. Да, к сожалению, именно так. Теперь вот эти значения важны для нас. 25 и 30. Теперь отступаем от края листа, рисуем линию. Теперь с этой стороны это перед, это спинка. С этой стороны я делаю дугу. Забыла сказать, значит, обхват руки. Какой у вас? В моем случае 34, я добавила 6 сантиметров, это прибавка, и у меня вот здесь 40. Определились с шириной рукава. Это важно. В моем случае 6 сантиметров. Можно больше, можно меньше. От этого будет зависеть высота оката. Значит, с этой точки я беру сантиметровую ленту, либо линейку, отмечаю дугу 25 сантиметров, ставлю точку. Теперь с этой стороны делаю то же самое, отмеряю 30 сантиметров и тоже провожу дугу. Нахожу линию, через которую провожу середину и отмечаю длину самого рукава. В моем случае 57 сантиметров. Все. Теперь получившиеся отрезки делю на 4 части. 1, 2, 3, 4. Теперь со стороны спинки поднимаюсь на 1,5 сантиметра, со стороны переда на 1,7
2, все это зависит, это очень индивидуально. По переду делаю вот такую дугу через вторую точку и спускаюсь на 1,5 сантиметра. Это в моем случае. Такой непропорциональный рукав, это мой случай. Если у вас все пропорциональная разница до 2 сантиметров, можно делать ровные вот эти вот половинки. Вот. И здесь точно так же. Здесь я поднимаюсь на 1,5, прохожу чуть выше точки второй и спускаюсь на 0,7. Вот здесь на 0,7. Это если быстро говорить о базовой конструкции. Теперь важно уложить рукав и промерить длину проймы здесь, пройма здесь, и здесь длину оката. Это важно. Теперь укладываем все. Еще. Значит, здесь у нас посадка где-то 1,5 сантиметра получилась. Промерив, я все это заметила, и для этого нужно сделать так называемую выточку. Вот у меня эта посадка, я ее просто беру и срезаю. Где-то длина 7 сантиметров. Вот так. Вот что получилось. Выточка, посадка срезается. Теперь укладывается на этот участок сначала передняя половинка. Вот. И приклеивается скотчем. Теперь укладываем переднюю часть рукава к самой пройме и вот так прикрепляем. Вот что у нас получается. И теперь вот этот участок, который мы нарисовали, его нужно отрезать. Берем ножницы и отрезаем. Для этого вот что получилось. Конечно, при выкраивании вот здесь нужно аккуратненько округлить. Вот этого участка не должно быть. Переднюю половинку сделали. Аналогично делаем со стороны спинки. Точно так же укладываем. Прикрепляем скотчем. С большим фанатизмом это делать не нужно. Вот это расстояние должно остаться со стороны спинки, конечно же. Вот так скрепляем. И отрезаем участок. Это спинка так выглядит. Так выглядит передняя половинка. А так выглядит рукав. Если вы будете делать шов, то нужно обязательно вот здесь вот сделать захлест с одной половинки и то же самое с другой. Ну, если по модели это требуется. Я, скорее всего, делать буду без шва. Вот сейчас отрезала. Можно немножко подровнять. Чуть-чуть подтянуть. Поближе. Капельку. Немножко. Вот так. Кто хочет, может перевести на отдельную бумагу и сохранить себе как шаблон реглана. Все, мы с вами не построили, только воротник. Он строится очень-очень просто. Итак, для того, чтобы построить воротник, нам нужно узнать длину горловины по переду, в моем случае 12,5,
и по спинке длину ростка. Получается по спинке 8, по переду 12,5, итого 20,5. Эту величину нужно запомнить. Все ненужное убираем. Берем лист бумаги, рисуем. Я сначала нарисую карандашом, а потом все обведу фломастером. Рисуем прямой угол. Откладываем 20,5 от точки 0. Поднимаемся на 3 сантиметра. Это точка 20,5. Поднимаемся на 3 сантиметра. Здесь тоже 3 сантиметра откладываем. Теперь весь этот участок 20,5 делим пополам, чуть больше 10. Ставим точку 10,5. Проводим линию от точки 3. А затем где-то посередине спускаемся на 0,5 и делаем вогнутую линию. Вы можете ее делать на глаз, можете с помощью лекала. У меня лекало здесь есть. Вот. Вот таким образом. Главное помнить, что эта часть, вот эта, где-то сантиметра 3, 1,5 плюс 1,5 должна быть ровная линия. Отмечаем 3 сантиметра в одну и в другую сторону для себя ориентиры. Опять же 1,5 тоже отмечаем. И под прямым углом рисуем линию вверх. Откладываем 3 сантиметра. И теперь относительно вогнутой линии рисуем 3 сантиметра на всем участке. И опять же с помощью лекала или вручную соединяем все эти точки. Линия должна повторять эту линию. Дальше соединяем между собой. Стойку мы построили. Нам нужно единственно вот здесь вот нарисовать середину. Вот. И по желанию сделать желаемое округление. Вот таким образом. Теперь нужно подняться на 4 сантиметра и повторить эту линию, отступить где-то 0,5 вот здесь, вот так отступаем, и нужно повторить вот эту линию. У меня есть вот такая заготовочка повторяющая, и я теперь укладываю ее и очерчиваю точно такую же линию. Вот что получается. Теперь поднимаемся на желаемую ширину отлета. Я сделаю, пусть будет 6 сантиметров, 5-6 сантиметров. Вот, на вот этом участке линия должна быть ровная. Здесь просто под прямым углом к первой линии я рисую вот так линию и приподнимаюсь, наверное, на 7. Здесь уже творчество, как вы хотите. Хотите, отклонитесь сюда, хотите, отклонитесь сюда. Изначально я сделаю ровно, а потом уже на примерке определюсь с формой самого уголка. Но вот пока соединю вот так. Вот что получается. Почему вот здесь я отступаю? Это нужно для того, чтобы аккуратным был заход, чтобы
один отлет не заходил на второй отлет. Между ними было хоть какое-то расстояние. Воротник мы с вами построили. Он приблизительно выглядит вот следующим образом. Ну, только чуть уже я строила его. Вот. Детали готовы. Достаточно написать здесь сгиб. Здесь тоже сгиб. И выкроить эти две детали. Обязательно нужно все детали продублировать, как верхний, так и нижний воротник. Нижний воротник я дублирую специальным дублерином для воротничков называется, а верхний трикотажным тоненьким дублерином. Детали выкроила. Здесь сгиб и здесь сгиб. Вот так это выглядит. Мы укладываем для проверки. Вот смотрите, вот здесь отступаем где-то 5 миллиметров, у нас все совпадает. Так будет выглядеть воротничок в готовом виде. Вы всегда сможете отшить макетик, посмотреть, как вам нравится. И вот так будет параллельно другой, то есть симметрично. На мой взгляд, неплохо, но на самом деле его можно менять, как я уже сказала, как угодно. Теперь такой маленький момент. Вы должны обязательно еще промерить вот эту часть по низу, чтобы она у вас также совпала и была 20,5. Вот. В моем случае где-то погрешность 3 миллиметра, но я сориентируюсь, всегда можно уголочек чуть-чуть выпустить. Все, начинаем раскрой.